В интернете все обсуждают новый виток скандала, который тянется уже годы, вокруг дел Джеффри Эпштейна. Эпштейн, напомню, был финансистом с широкими связями в элитных кругах. Его осудили за детскую проституцию на частном острове, после чего он умер в тюрьме. Обсуждение дела Эпштейна и его смерти долгое время считалось правой конспирологией. Но прямо сейчас история Эпштейна чуть ли не главная тема не только для широкой мировой публики, но и для американского истеблишмента. А следовательно, огромная головная боль для президента США Дональда Трампа. В сегодняшнем видео поговорим о том, почему призрак Эпштейна мучает Трампа, что же там такое написано в секретных документах и чем таким занимались или не занимались Трамп и Билл Клинтон на секретном Карибском острове. Перед тем, как начнем, небольшой анонс. Мы ищем новых авторов. Если сфера ваших интересов совпадает с тем, что мы тут рассказываем на канале, если у вас есть мнение по любому вопросу, а также навык рассказать об этом интересно, пройдите наше тестовое задание в описании. Важно, не присылайте нам тексты, сгенерированные чатом GPT или любой другой нейронкой. И вообще не пользуйтесь нейросетями для текста никак. Ну а теперь к ролику. Поводом для высокоинтеллектуальной интернет-дискуссии в Твиттере и в других местах на этот раз послужила конкретная переписка между Джеффри Эпштейном и его братом Марком. Ее нашли в опубликованном несколько дней назад архиве электронной почты. В сообщениях Марк спрашивает у Джеффри, есть ли у Владимира Путина фото, на которых Трамп занимается оральным сексом в пассивной позиции с неким Бубой. Буба – это, на секундочку, старое прозвище экс-президента США Билла Клинтона. В поколении Эпштейнов оно ассоциируется только с ним. Ну так вот там написано, и именно в таком формате и обсуждается. Ну что я могу поделать? Вот вам рассказываю. Джеффри на вопрос не ответил, лишь написал, что типа... Написал так. И это я думал, что у меня проблемы? Подтверждений, что речь идет о Клинтоне, естественно, нет. Даже больше, Марк Эпштейн, который еще вполне себе жив, утверждает, что они говорили не о нем. А о ком же тогда возникает естественный вопрос? Ну ладно. Это, скорее всего, вообще шутка. Ну, знаете, братья там разгоняют ржаку по электронной почте. Но, естественно, опубликованные письма моментально разошлись, и началась широкая общественная дискуссия. Было у Трампа нечто с Клинтоном или не было? А если было, то что? И с Клинтоном ли? Трампа уже окрестили первым ЛГБТ-президентом Соединенных Штатов. Также обсуждается, кого же на самом деле поддерживал Билл Клинтон на выборах 2016 года, Трампа или свою жену Хиллари. Ведь, получается... Ну, в общем, вы поняли, что получается. Конечно, ситуации не помогает тот факт, что одно из самых известных достижений Клинтона на посту президента – это оральный секс со стажеркой в овальном кабинете. Наблюдается некоторыми наблюдателями, так сказать, некоторый тренд. Пикантные подробности возможной близости Трампа и Клинтона – это лишь часть материалов, которые были опубликованы на прошлой неделе Комитетом Палаты представителей Американского Конгресса. Вот делом люди заняты. В остальных электронных письмах, опубликованных членами этого комитета, Трамп тоже упоминается и довольно часто. Никаких доказательств, что он участвовал в преступлениях на острове Эпштейна, по-прежнему нет. Да, когда-то давно Трамп и Эпштейн были вполне себе друганами. Однако Трамп утверждал, что порвал все связи с Эпштейном задолго до того, как сам пошел в политику, а Эпштейн в тюрьму. Тем не менее, в опубликованных письмах Эпштейн заявляет, что Трамп о происходящем на острове знал. Об этом Эпштейн писал в 2019 году, когда Трамп уже был президентом. Вот, загогульно. В письмах упоминаются, конечно, и другие люди. Скажем о них после короткого объявления от нашего с Варламовым рекламного агентства. Сегодня у нас день вакансий, получается. В нашем с Варламовым Sales House снова открылись вакансии сейлзов. Эти люди продают рекламу на наших каналах и у некоторых других блогеров, международным клиентам, которые не подчиняются российским законам и могут спокойно размещать рекламу у нас. Наши клиенты — это девелоперы, у которых недвижимость может быть и на Бали, и в Лондоне, ведь наша аудитория ищет возможности для инвестирования. Это иммиграционные консультанты и адвокаты, чаще всего русскоязычные или с русскоязычными сотрудниками. Это, конечно, VPN-сервисы, компании, которые помогают с переездом или открывают карты в зарубежных банках. Обучающие программы могут быть. Всем этим клиентам нужна реклама и выход на русскоязычную аудиторию. И ваша задача будет этих клиентов найти и объяснить им, почему реклама именно у нас для них подходит идеально.
Поэтому, если вы умеете продавать и хорошо представляете рынок, какие услуги могут быть полезны нашей аудитории, обязательно присылайте резюме по ссылке в описании и добавьте короткий рассказ о своем опыте. Конечно, огромным плюсом будет умение вести переговоры на иностранном языке, понимание специфики работы с крупными клиентами, способность анализировать рынок и искать неожиданные решения. Все это не обязательно. Например, есть стартапы, которые буквально выросли на нашей рекламе, потому что наша аудитория им идеально подходит. Вот такие бизнесы нужно искать и продавать им рекламу. Если вы найдете такого клиента и будете регулярно с ним работать, то он будет ваш навсегда. По оплате. Сколько сможете продать, столько и заработаете. Вы сможете получать 30% с исходящей новой сделки и от 10 до 17% с постоянного клиента, который повторно покупает, и 5% с сходящей сделки. В остальном все зависит от вашей экспертизы и готовности инвестировать усилия в поиск клиентов и развитие своей ниши. Потолка там нет, но и фиксированной зарплаты тоже нет. Средний заработок активного сейлза в компании сейчас составляет где-то $2000 в месяц. Топ-сейлзы получают гораздо больше. В октябре один из них заработал $22 000. Работать при этом можно откуда угодно. Если хотите присоединиться, присылайте резюме. Ссылка в описании. В письмах, конечно, опять же упоминаются другие люди. Среди прочих интересных личностей Эпштейн, оказывается, встречался с Виталием Чуркиным внезапно, бывшим представителем России в ООН. О чем пишет в 2018-м. И просит уже европейского чиновника предложить Владимиру Путину и Сергею Лаврову получить от Эпштейна некие инсайты насчет президента Трампа. Дело в том, что за год до письма Чуркин умер, и Эпштейн, очевидно, захотел наладить новые контакты с российским руководством. Дело Эпштейна и его связь с Трампом – это истории, которые появляются в новостях уже регулярно. При этом обратиться за пояснениями к первоисточнику уже невозможно. Эпштейн повесился в своей тюремной камере в 2019 году. Смерть тут же вызвала кучу теорий. Мол, его на самом деле убили, чтобы тот не растрепал обо всех своих собратьях-педофилах. Но, конечно же, прямых доказательств этому нет. Тем не менее, в распоряжении прокуроров осталась куча материалов, писем Эпштейна, его личных записей и прочих данных. И всем, конечно же, очень хочется узнать, что же там такое? Замешан ли Трамп? И если да, то как? И что вообще на острове Эпштейна творилось? Но досконально выяснить уже не получится. Опубликовать все до единого материалы по делу Эпштейна в народе требуют уже давно. Изначально, как мы уже сказали, это было уделом конспирологов. В их среде ходила идея, что где-то в этих документах зарыт священный Грааль, список клиентов, которым Эпштейн на своем острове предоставлял несовершеннолетних девочек для секса. В этом списке должны были быть все элиты США, но в основном, конечно же, демократы и их сторонники. И всех этих клиентов Эпштейна полагалось расстрелять без права переписки, после чего в Америке наступил бы новый золотой век без педофилов, демократов и голливудских звезд. Список клиентов пока что никто так и не опубликовал. Вообще довольно мала вероятность, что у Эпштейна был реальный единый документ, в котором написано, значит, такой, такой и сякой, демократы обязательно, прилетели на мой остров, совершили уголовные преступления и, что хуже, согрешили. Но вероятность остается, потому что файлы Эпштейна целиком так и не опубликованы. Перед переизбранием сам Трамп регулярно заявлял, что обязательно обнародует все данные, список педофилов и все остальное. Вообще, Трамп очень активно разгонял эту конспирологическую теорию во время своих кампаний. Президентом Трамп стал. В самом начале организовал пресс-конференцию, на которой правым блогерам выдали толстые папки с надписью «Файлы Эпштейна, часть 1». Вот только в них ничего не было. Трамповская ФБР официально пришла к выводу: списка никакого нет, в документах ничего интересного тоже нет. После этого, конечно, никто не успокоился. Из-за такого контраста между предвыборными обещаниями и результатами интерес к делу Эпштейна разгорелся еще сильнее. Уже не только конспирологи, но и мейнстримные республиканцы, а еще присоединившиеся ради хайпа демократы потребовали срочно все продемонстрировать общественности и доказать, что в документах нет ничего обличающего. Ну или есть. Чем сильнее власти скрывали материалы, тем больше все остальные хотели глянуть, что ж там такого. Однако администрация Трампа упорно отказывалась что-либо публиковать. Сам Трамп всех заверял: в файлах ничего нет. Это все план либералов по его очернению внезапно. И вообще, пожалуйста, отстаньте, дайте спокойно большую бомбу на Иран сбросить. Но вот бомба сброшена, а общественность все никак.
Чтобы не выпускать файлы Эпштейна, республиканцы пошли на чрезвычайные меры. В Палате представителей, Нижней Палате Конгресса, демократы, все, и примкнувшие к ним несколько республиканцев подготовили целый законопроект, чтобы Минюст опубликовал все документы Эпштейна. А еще создали так называемую выпускную петицию. В отличие от всяких change.org, эта штука имеет реальную силу. Если ее подписывают больше половины конгрессменов, законопроект выносится на голосование, даже если руководство палаты и комитетов трижды против. А потом, соответственно, теми же голосами законопроект и принимается. Так вот, у петиции набралось 217 подписей конгрессменов. Не хватало одной. И 218-й должна была стать Аделита Грихальва, новая конгрессвумен, которую избрали на довыборах еще в сентябре. И чтобы ее подписи не было, спикер палаты Майк Джонсон принял радикальное решение – уйти всей палатой в отпуск. Он отправил всех на так называемую работу с гражданами в округах, чтобы никаких заседаний не проходило. И заявил, что отпуск из-за шатдауна правительства, потому что, мол, не смогли принять бюджет, вот поэтому и в отпуск. Вот только на сам Конгресс это никак не влияет, и заседать они имеют право сколько хотят. Соответственно, Грихальва не могла принести присягу и поэтому не могла голосовать. Заодно ей и офис с бюджетом тоже не давали. Так что избиратели ее 2 месяца сидели без депутата. Когда шатдаун закончился, Грихальву наконец-то пустили в Конгресс, потому что уж как-то совсем неприлично. Сразу после этого она подписала петицию о файлах Эпштейна. Спикер Джонсон, получив подпись, сдался и сообщил, что голосование о публикации файлов пройдет на этой неделе. Однако, так как это законопроект, ему придется пройти еще Сенат, а затем получить подпись Трампа. То есть препятствий впереди еще достаточно. Тем не менее, появился новый инструмент давления на членов Конгресса и самого Трампа – публичность. Голосование в Конгрессе будет открытым, и каждому конгрессмену и сенатору придется продемонстрировать, поддерживает он публикацию или нет. Скрыться и уйти от темы больше не получится. Администрация Трампа же предстоящим голосованием настолько взволнована, что собрала экстренное совещание с участием аж целого генпрокурора Памелы Бонди. Совещание это прошло не где-нибудь, а в ситуационной комнате. Это часть бункера Белого дома, откуда президенты руководят самыми важными операциями. Оттуда Барак Обама, например, контролировал убийство Усамы бен Ладена, а у Трампа там, конечно же, штаб по сокрытию секретных материалов Эпштейна. Буквально на днях в альянсе Дональда Трампа из-за файлов Эпштейна случился катаклизм. Трамп разругался со своей самой ярой поклонницей в Конгрессе – Марджори Тейлор Грин. Это поразительный эпатажный персонаж, искренне сумасшедшая женщина. Помимо ультраправых взглядов, которыми уже никого особо не удивишь, Тейлор Грин также адепт конспирологии. Она публично рассказывала, что 11 сентября устроили сами американцы, что школьные шутинги подстроены, что Обама тайный мусульманин, что выборы 20-го украли, и так далее. До своей карьеры в Конгрессе она даже неиронично писала про еврейские космические лазеры, которыми поджигают леса, чтобы проложить железную дорогу. Но Тейлор Грин также верит во все, что связано с педофилией. Мол, был Пиццагейт, там демократы детей насиловали. А теперь вот Эпштейн реально с доказательствами тоже детей насиловал. Она категорически за публикацию всех файлов, чтобы преступников нашли и посадили. Ту петицию в Конгрессе она тоже подписала, одна из 4 республиканцев. Тейлор Грин все это время была самым верным солдатом Трампа, поддерживала его как великого лидера. Но теперь, когда петиция набрала нужное число, Трамп обрушился на Тейлор Грин и выписал ее из приличных людей. Заявил, что отзывает свою поддержку, назвал ее лунатиком и нытиком и написал, что пора подыскать ей конкурента на праймерис. Тейлор Грин уже сама заявила, все это из-за файлов Эпштейна, и показала переписку с Трампом. В целом в республиканской партии из-за ситуации с Эпштейном идет раскол. Трамп долгие годы воспринимался как верховный лидер партии, и лояльность ему действительно высока. Но вопрос публикации файлов Эпштейна этой лояльности угрожает, ведь ненависть к элитам у республиканской базы сторонников выше, чем любовь к Трампу. А тут вот Трамп мешает всех поймать и посадить, не показывает список педофилов. Все это происходит, когда у Трампа начинаются политические проблемы. Год назад он триумфально победил на выборах, взяв все колеблющиеся штаты, а республиканцы получили контроль над Конгрессом. Казалось, началась новая эпоха, эпоха Трампа.
Страна качнулась вправо. Темнокожие латиносы начали перебираться на республиканскую сторону. Либеральная воук-идеология провалилась. Теперь все будет так, как скажет Трамп. И первые месяцы его президентства все примерно так и было. Он начал массовые депортации, ввел тарифы, суды ему поддакивали, а демократы сидели дома на полу и, покачиваясь, смотрели в стену. Теперь же ситуация изменилась. На днях Трамп отменил тарифы на бананы и кофе, потому что, кто бы мог подумать, в Америке бананы и кофе не растут. Депортация иммигрантов прямо с улиц в Гондурас злят латиносов, которые голосовали за Трампа. Цены продолжают расти. Не как при Байдене, но Трамп-то обещал, что сейчас вообще заживем, как в 2019-м. В начале ноября демократы выиграли все выборы, какие могли. Зохран Мамдани избрался мэром Нью-Йорка. В Нью-Джерси и Виргинии демократы взяли губернаторские кресла и парламенты штатов. В Калифорнии на референдуме спокойно прошел план губернатора Ньюсома о перерисовке избирательных округов. И все это с большими отрывами, каких опросы не предсказывали. Объяснение простое. Коалиция избирателей Трампа – это американцы, которые не сильно интересуются политикой. Они на выборах пихнули бюллетень за Трампа, потому что при Байдене была жуткая инфляция, которая на жизнь напрямую влияет. Трампа избрали, пистон всем вставили, хорошо похайпили, весело очень было. Но на остальные-то выборы можно и подзабить. И это проблема для Трампа и республиканцев. Потому что уже в следующем году большие промежуточные выборы, на которых будут переизбирать федеральный конгресс. И на промежуточные выборы эти избиратели-пофигисты тоже не пойдут. Зато знаете, чем интересуются такие люди? Файлами Эпштейна. Все эти материалы и окружающая их драма – это вам не скучные предвыборные разговоры о налогах и экологии. Секта педофилов на острове в Карибах. Загадочно умерший в тюрьме преступник. Прекращенное расследование ФБР. Президент, который активно раскручивал это все дело, когда ему надо было избраться, а теперь скрывает письма о своих непотребствах с другим президентом. Все это звучит и выглядит как политический сериал. Мемный потенциал вполне имеется, и до обычных избирателей это обязательно дойдет. Выводы они сделают соответствующие. Цены продолжают расти, рай на земле не наступил, по улицам ездят федералы и забирают рандомных мексиканцев, которые тут жили 20 лет, снесли кусок Белого дома ради бального зала с позолотой, а теперь еще оказывается, что Трамп не сдержал свое самое сочное обещание и прячет файлы Эпштейна. Наверняка же не просто так. Как там? Дыма без огня не бывает. Посмотрим, чем все это в итоге обернется и опубликуют ли файлы. Ну и в целом будем поглядывать за американской политикой. Там у них все очень весело. До завтра.